Друзья, добрый день! И в этом видео я бы хотела поговорить с вами о том, как темные силы очень тонко и последовательно уводят всех людей, все человечество от темы взаимоотношений между полами, о том, какая агрессия очень здорово провоцируется темными силами, между мужчинами и женщинами. И хотелось бы поговорить о том, для чего это делается, какие корни всего этого процесса. Изначально, разделение на мужское и женское, оно очевидно, и а, это уже видно из того, что, Бог нашей Вселенной, Он мужчина. Он мужчина, он обладает всеми мужскими признаками. У него есть воля, у него есть энергия, у него есть мысль, есть план. Есть видение того, что он делает. Он строит мир, он строит Вселенную. Женскую роль здесь выполняет вот эта материя, которую, собственно говоря, в которую он это все и помещает. То есть материя тоже создана Богом. Так же, как и женщина в Библии создана из ребра Адама. Помнят, наверное, все. Так вот, вот это разделение, оно фундаментальное, оно очень важно. Что мы имеем в очень разных там религиях, конфессиях, в христианстве прежде всего? То, что духовные люди, они оставляют социум и уходят там куда-то, в лес, там, в горы, в пустыню и в одиночестве обязательно, оторванный не то что там от взаимоотношений каких-то, а вообще от социума. В принципе, они общаются с Богом. И это считается правильно, это очень духовно, это поощряется. А отношения, что такое отношения мужчины и женщины? Это просто приземленно, это не важно, это, вот то, что делают все простые люди. Как бы. Не суть важно, не так важно. Вот те, кто одинокие, вот они святые. А вот те, кто живут в паре, что? Вот обратите внимание на описание жизни Иисуса Христа. Вот его Бога-Матерь, очень почитаемая в христианстве. У нее ведь нет отношений с мужчиной, и не было. И вот сам Иисус Христос, он-то, собственно говоря, зачат был и родился от Духа Святого. То есть отношения с мужчиной тут просто как-то вычеркнуты и отодвинуты. Не было этого. Хорошо, пойдем дальше. И там Иисус Христос, он потом, если верить описаниям, он путешествовал, он проповедовал, и да, у него там была там Мария Магдалина, но вот в каких-то ответвлениях христианства она упоминается, в каких-то она почти не упоминается. Опять же, он и Бог. А тема взаимоотношений снова отодвинута. Вот. И да, очень много на эту тему вот последнее время говорится, но так или иначе в классической религии у Иисуса Христа отношений почти не было. Или не было. То есть там в различных
ответвлениях христианства там в той или иной степени это упоминается. Вот, то есть снова идет уничижение вот этих ну, взаимоотношений мужчины и женщины, так или иначе. Вот, что мы имеем дальше? Христианство, ну, не только христианство, но я на примере христианства просто это все рассказываю, потому что там, ну, оно как-то, ну, понятнее, ну, в данном контексте. Строят монастыри, мужские и женские. Вот монахи– это духовные люди, вот святые– они духовные. А те, кто живут в миру, нет, не духовные. И получается, что вот сама по себе любовь между мужчиной и женщиной, она как бы сводится на нет, она отрицается. Да, есть любовь, да, ну, но это никак не связано с Богом. Ну или очень мало связано. Ну, по сути-то, Бог и есть любовь. Бог общается с нами посредством любви. Любовь– это та энергия, которая творит. И вот эта тема взаимоотношений, вот взаимоотношения слияния мужского и женского, ведь все в природе стремится к слиянию мужского и женского, абсолютно. Даже в тех случаях, когда казалось бы, там, ну, нет формы жизни, где там, ну, разделение там у животных, там, у птиц, у насекомых, там, где-то там, ну, просто в живой среде. Даже там, где ее явно нет, оно все равно есть. Вот, и поэтому вот эти роли, вот вся жизнь, она, собственно говоря, на этом-то и держится. И смысл жизни человека-то в чем? В том, чтобы душа развивалась, а душа развивается только в любви. А любовь происходит между мужчиной и женщиной. И тогда вот развиваются две души, одновременно помогают друг другу стать ближе к Богу. Вот, ну, по сути, в этом и есть весь смысл. Смысл жизни и смысл взаимодействия человека и Бога. Ну вот, собственно говоря, я на этом бы, наверное, хотела сегодня закончить. В следующий раз мы пойдем дальше. И я, как всегда, буду очень признательна вам за ваши вопросы и комментарии.